Всем здравствуйте! Надеемся, эта неделя у вас была плодотворной и успешной, как и у нас. И вы уже перешли к подготовке к грядущему празднику Пасхи. И по этому случаю сегодня будем готовить очень вкусные и знаменитые куличи краффины с двумя видами начинок. Они получаются очень вкусными, ароматными, нежными, мягкими, как пушок. И, конечно же, очень красивыми. Ну что ж, давайте приступим. Первый секрет. Все продукты для теста должны быть комнатной температуры, а молоко теплым. И начинаем мы с опары. Для нее соединяем 100 мл теплого молока с 50 граммами сахара, 11 граммами сухих дрожжей. И все хорошенько перемешав венчиком, добавляем туда же 50 граммов муки. Опять все это перемешиваем хорошенько между собой, накрываем крышечкой и убираем в теплое место для подъема шапочки на 10-15 минут. Ну и теперь переходим к сдобе. Для этого в чаше соединим 2 яйца, 1 желток, 80 граммов сахара, 50 мл меда, 150 мл теплого молока, цедру одного апельсина и одного лимона, 60 мл сока апельсина, ваниль или ванильный сахар, пол чайной ложки соли, 100 грамм теплого растопленного сливочного масла. Аккуратно все перемешав венчиком до однородности, переходим к нашей опаре. Добавляем ее к нашей массе и все аккуратно еще раз перемешиваем. После в несколько приемов просеиваем муку. У нас на это ушло 580 граммов, но лучше ориентироваться на консистенцию, так как мука у всех разная. Теперь замешиваем очень мягкое, слегка приставучее тесто. И не забываем, что муку обязательно нужно добавлять в несколько приемов, чтобы не забить тесто мукой. Будем вымешивать примерно 10-15 минут. Тесто у нас должно получиться гладким, эластичным и не липнущим к рукам. Теперь смазываем чашу растительным маслом. Теперь перекладываем туда наше тесто и убираем его в теплое место на расстойку на 1-1,5 часа. Не забываем накрыть крышкой. Ну и переходим к начинкам. Первая начинка ореховая. Для этого нам понадобится 120 грамм подсушенных грецких орехов, которые нужно измельчить в блендере на мелкие кусочки, но не в крошку. Примерно должно получиться вот так. И нам понадобится 120 граммов вареной сгущенки, прогретой в микроволновке 10-15 секунд. Начинка номер 2 маковая. Для этого нам понадобится поставить сотейник на средний огонь, добавить туда 80 граммов промытого мака, 150 мл молока и 60 граммов сахара. Хорошенько все перемешиваем между собой и на среднем огне провариваем до испарения жидкости. Это около 10 минут. До вот такого состояния. Перекладываем в миску и полностью остужаем. И только после этого добавляем 30 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры и перемешиваем. В форме необходимо нарастить высоту при помощи пергамента около 12 сантиметров. Возвращаемся к нашему хорошо подошедшему тесту. Теперь мы его обминаем. Общий вес теста выходит около 1 килограмма 340 граммов. И разделим его на 2 равные части. Это получается примерно по 670 грамм каждая. Каждую часть скатываем вот в такие красивые шарики и поверху покрываем пищевой пленкой. Оставляем отдохнуть на 15 минут. После того, как наше тесто отдохнуло, каждый кусочек необходимо раскатать в прямоугольный пласт толщиной около 2 мм. Теперь поверху распределяем вареную сгущенку и, обильно посыпав рубленными орехами, сворачиваем в плотный рулет. Хорошенько защипываем края, переворачиваем швом вниз и разрезаем рулет на 2 части.
Теперь каждую часть сворачиваем в улитку, как показано на видео. У нас получается вот таких два красивых ореховых кулича. Теперь их необходимо аккуратно переложить в формочку. Теперь то же самое проделываем и со вторым кусочком теста. И поверх выкладываем нашу вторую начинку, маковую. Ну и после того, как вся наша маковая начинка распределена, поверху посыпаем 50 граммами сушеной клюквы, которую мы промыли и просушили бумажными полотенцами. Снова свернув плотный рулетик, обязательно защипываем края и переворачиваем его швом вниз. Не забываем, все рулетики переворачиваем швом вниз. Аккуратненько разделим на две части и будем сворачивать улиточкой. Полученные заготовки, накрыв пищевой пленкой, сверху полотенцем, отправляем на расстойку на 40 минут. Наши заготовочки хорошо поднялись, и теперь мы отправляем их выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 35-40 минут до красивого румянца. Теперь каждый кулич проверяем шпажкой, она должна быть полностью сухой. Перекладываем наши ключи на отдельное полотенце и даем им полностью остыть. Ну вот и все, наши куличики готовы. Теперь сверху присыпаем их сахарной пудрой и наслаждаемся. Вы только посмотрите, какие они красивые, мягкие, воздушные, как пух. А какой от них стоит аромат, это просто не передать словами. Каждая начинка вкусна по-своему. Пишите в комментариях, какую бы начинку предпочли вы. Мякиш получается нежным, влажным и волокнистым. Очень рекомендуем вам приготовить куличи краффины по этому рецепту. Надеемся, вам понравится. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы всегда с нами. Всем приятного аппетита и всем пока!